Ребята, привет! Делаю новый видеообзор по проекту GoMining. Хочу показать, как прокачать свой NFT ASIC и получать еще больше битка на полном пассиве. Но перед началом видеообзора хочу вас попросить подписаться на мой телеграм-канал, кто еще не подписан. Здесь я выкладываю разные NFT проекты, способы заработка. Вот вся информация в моем телеграм-канале, так что подписывайтесь. О проекте GoMining я делал уже 2 видеообзора. Кто не смотрел, рекомендую посмотреть. Это видеообзор. Полный видеообзор я делал этого проекта. И также, как купить себе приобрести NFT асики и зарабатывать биткоин на полном пассиве. Смотрите, начисление битка у нас происходит каждый день, в 7 дней в неделю, без перерыва, без выходных, так сказать. Вот я не буду внедряться в подробности этого проекта. Все подробности есть в моем первом видеообзоре. И также можете сами на сайте все изучить. Рекомендую, кстати, вам это сделать. Вот, смотрите, по прокачке NFT асика, что я вам хотел показать и рассказать. Можете себе приобрести здесь любой NFT асик. Стоимость здесь у нас получается $20. Вот, как видите, вот $20. Если я приобрел один асик, вот, мои NFT майнеры, заходим. Вот, у меня он получается на 1 терахэш 35 ватт. И его можно улучшить и увеличить свой ежедневный доход битка. Смотрите, получается, зайдем в аналитику. Я специально дождался этого, так сказать, своего начисления от этого асика. Можно взять подарочный асик на 7 дней, посмотреть, как работает начисление. Как видите, вот у меня 5000 сатоши битка на данный момент. Моей NFT 1, моя мощность и так далее. Вниз, если опустимся, смотрите, с подарочного асика мне капало от 700 сатоши каждый день до 1000 сатоши. Дальше, то есть, если я приобрел асик, вот он мне получается, добыл 211 сатоши битка, сегодня добыл 209 сатоши. И при том, смотрите, я хотел посмотреть, сколько у меня будет за починку сниматься токенов. Вот, токенов вообще реально копейки снимаются, просто вообще. Вот, поэтому, когда будете покупать, зайдем на маркет, вот нажмем на первичный, выбирайте любой асик, то есть здесь у нас стоимость либо $20, либо 150. Конечно, я рекомендую брать намного дороже асик себе, потому что он будет больше битка добывать. Сейчас, в принципе, все расскажу еще. Вот, нажимайте, когда на асик купить, вы можете купить как и за USDT, так и за биток и так далее. То есть с Binance Pay, за рубли на карту даже. То есть вы ползуночек вот это прям до конца двигаете, владение NFT. Вот. И здесь можно, смотрите, используйте виртуальный кошелек GoMining для оплаты обслуживания. То есть, вот здесь вот у вас должна быть галочка стоять, так сказать. Потому что у вас будет токены сниматься именно вот эти GoMining этого проекта. Если вы выберете BTS, то есть вам будет начисляться меньше каждый день битка. Я думаю, вам это понятно. То есть поставили ползунок прям до талого, потому что у вас будет он где-то тут стоять. Прям до талого двигаем, выбираем GoMining, плата за обслуживание, то есть это своего рода починка. И дальше, то есть нажимаем уже купить сейчас, либо, то есть добавить в корзину, можно добавить в корзину. Из корзины можно посмотреть кошелек, виртуальный кошелек, либо оплатить вот так, то есть токены в сети BF20, USDT в сети RC20, BF20 и так далее, биткоин, Binance Pay, Coinbase и так далее. Вот, токен GoMining на данный момент, то есть его стоимость 10 центов одного токена. Вот. Лучше, конечно, платить за обслуживание в токене, чем за биткоин, да. Токен торгуется вообще где только можно, на гейте, BitGet, MX, биржа L-Bank, то есть залистен на очень многих биржах. Так, смотрите, возвращаемся, давайте сюда. Сейчас будем прокачивать NFT асик, но также хочу вам сказать, здесь есть первичный маркет, где вы можете новые асики приобрести, да, а есть вторичный, вот сюда можно на вторичный нажать, и тут также люди, то есть, продают свои NFT-шки. И здесь в самом конец, если мы пролистываем, здесь, смотрите, узнаете первыми о новых NFT по цене ниже рыночной. То есть здесь некоторые люди ниже рыночной цены устанавливают свои NFT-шки, чтобы быстрее продать, да? И то есть, если мы нажмем здесь вот получать уведомления, ползуночек вот этот о вторичном рынке, получать уведомления о новых NFT по
цене ниже рыночной. То есть и нам на сообщение будет приходить на почту, то, что какой-то пользователь выставил свои NFT пониженные рыночные, то есть мы можем успеть первыми купить. Но имейте в виду то, что у очень многих людей это уведомление стоит. Вот, так что кто первый, так сказать, того и тапки. И мне лично сегодня на почту пришло сообщение, зашел, посмотрел, и вот то, что пользователь продавал NFT-шку на 8 терахэш, вот, здесь он, как видите, 156 стоит, то есть, а он продавал за 145, по-моему, где-то так, то есть, действительно, цена была ниже рыночной, то есть, кто успел, тот съел, так как говорится. И также, смотрите, на вторичном рынке есть редкие NFT, давнишние, то есть, так сказать. Здесь потому что коллекции не запускаются. Вот если мы можем по коллекциям посмотреть, вот новая коллекция, смотрите, она вся распродана уже. То есть, ее только недавно запустили. Вот также, то есть, из этих подобных коллекций, таких, которых уже все раскупили, их можно приобрести на вторичном рынке. И здесь, кстати, цены есть... Как от 20 долларов можно и купить ASIC себе и за 50 долларов. Я вот сегодня мониторил, специально все смотрел. Можно и за 100 долларов купить, можно за 130 купить. То есть здесь реально можно найти себе ASIC, так сказать, под свой депозит. Но имейте в виду, то есть смотрите, здесь я нашел очень редкие ASIC. Их, видать, маленькое количество было, их специально на Хэллоуин подготовили, походу. Так, сейчас поищем. Так, вот я нашел, смотрите, вот хэллоуиновский асик есть, вот. Ну, его стоимость, если честно, я вам скажу, конская, 13 тысяч токенов. Это вообще прям, если посмотреть на CoinMarketCap, давайте посмотрим, в принципе, чисто для себя. 13 тысяч токенов. Там, кстати, и подешевле есть, это 1356 долларов. Вот. И я имею в виду то, что здесь на вторичном рынке есть такая небольшая вот уловочка. Смотрите. Чем выше ожидаемый вот этот ROI, или как он там правильно так говорится, вот здесь вот 11%, как видите, чем он выше, тем быстрее окупаемость. Если, смотрите, сейчас нажму на этот ASIC, ну, это NFT-шку, да, смотрите, чистое вознаграждение, да, 161 доллар, и срок окупаемости 8 лет. Это просто можно, вот реально охуеть. Я не знаю, кто это такие ASIC себе приобретал, NFT-шки. Если даже мы вот этот ползуночек поставим, как видите, там значение изменяется, но срок окупаемости у нас также остается 8 лет. Вот, и то есть на вторичном рынке можно попасться в вот эту уловку, то, что вы нашли себе ASIC какой-нибудь там, да, за 50-100 долларов, такой прям ништяковый, прям все прям хотите купить. В итоге вы покупаете, вам битка, он меньше добывает, чем обычный ASIC за 20 долларов. То есть, как видите, вот этот ожидаемый REO 18, вот, цена его 19 тысяч, допустим, да. То есть, также сюда нажимаем. То есть, опять же, смотрите, срок окупаемости 5 лет. Даже вот так, смотри, ну, здесь вознаграждение, конечно, да, достойно, нормально. Опять же, ползуночек это двигаем, чистое вознаграждение 1800 долларов, срок окупаемости 5 лет. Вот я про это хотел вам сказать, то, что смотрите вот на этот характеристики в процентах. То есть, если мы в первичный перейдем в маркет, тут смотрите, новые асики, они, то есть у них 53%, у того вот 18-20, как я вам показывал, то есть мы нажмем вот сюда, давайте, и то есть здесь, смотрите, чистое вознаграждение 11 долларов, срок окупаемости 1 год и 11 месяцев, то есть вполне нормально, то есть сюда также ползуночек двигаем, здесь у нас чистое вознаграждение намного, как видите, прибавилось. Так, смотрите, ладно, по поводу прокачки своего NFT, то есть нажимаем на NFT майнеры, и здесь вот наш этот NFT-шка, если у вас куплена, она есть, то есть вот как видите 1 терахэш 35 пят. Нажимаем улучшить, и дальше мы либо можем энергоэффективность, то есть снизить и увеличить свой доход за счет этого, то есть мы можем нажать сюда, то есть стоимость улучшения у меня будет это 7 долларов, то есть и новый сбор за электричество. То есть у меня вот последний сбор получается 4 цента был за электричество. То есть если я сейчас это прокачаю, у меня будет уже 3 цента за электричество каждый день сниматься. Ну, конечно, лучше, конечно, мощность прокачивать, потому что это нам дает дополнительные сатошики. То есть, смотрите, моя награда последняя, 211 сатоши. Вот, если я сейчас качну на второй уровень, то есть у меня уже награда 421 сатоши будет каждый день. Напоминаю, каждый день.
Вот я, кстати, прикупил себе токенов, покупал я на бирже MEX и, то есть, а, решил там обменять на USDT потом. И сейчас USDT обменяю в MetaMask. То есть можно с биржи сразу сюда переслать. Я что-то маленько это не так правильно сделал. Я закинул сюда USDT с биржи и сейчас обменяю чисто в MetaMask. То есть выбираем USDT, обменяем, выбрать на, то есть GMT, вот такой токен. То здесь продолжить свап. Выбираем, я просто максимальное количество сейчас выберу. Смотрите, еще здесь можно сразу законнектить свой MetaMask кошелек прям к этому сайту. Так, нажимаем подтвердить. Так, все, обмен у меня прошел, как видите, 0 USDT, 378 токенов и 222 у меня есть еще здесь на балансе. К чему, кстати, я вот рассказывал про вторичный NFT рынок, так сказать. Я имею в виду то, что здесь, да, есть какие-то уникальные свои NFT-шки со старых коллекций, которых сейчас уже только на руках у пользователей, да. Но я имею в виду то, что способом прокачки вы можете свою NFT-шку сделать уникальной тем, то, что вы ее прокачиваете. То есть на вторичном рынке здесь, да, вот можно найти, допустим, вот эти асики, которые по $20, некоторые найти прокачанные до 2-го, до 3-го уровня, то есть здесь вот будет по 2, по 3 терахэш, то есть здесь можно помониторить, найти. Но опять же, здесь смотреть надо на вот этот ожидаемый ROI, то есть 33%, как видите. То есть новые нам NFT-шки приносят по 50 с чем-то, я имею в виду. То есть и у нас за счет, вот как видите, на 3 терахэша 27 ватт. Кто-то, кстати, себе ватты снизил маленько, то есть прокачал. Вот. И ожидаемый у него этот ROI 26%. То есть, как видите, у него срок окупаемости 3 года, а если мы новый сейчас такой же купим за $20, у нас срок окупаемости 1 год там чем-то будет, да? То есть, проще свою NFT-шку купить на первичном маркете, на таком новую NFT-шку, и то есть ее сделать уникальной через прокачку. Так, все, ладно, мы, смотрите, токены купили, теперь мне нужно закинуть сюда для прокачки. Мы нажимаем вот сюда, где у меня там 200 токенов вот этих. Нажимаем пополнить. Кстати, в первом видео, когда я показывал, как купить NFT асики, я это все рассказывал, но не показал одного, то есть пополнение виртуального кошелька. Здесь можно через криптовалюты и через карту можно пополнить, если что. Пополнить виртуальный кошелька через этот кошелек Trust Wallet либо MetaMask. Так, у меня сколько токенов тут? 378, то есть мы вводим сюда значение. Нажимаем на далее. Сеть, смотрите, эфир, либо Binance Smart Chain, то есть у меня сеть Binance Smart Chain. И дальше, смотрите, вот здесь, как видите, у меня законнектен мой MetaMask кошелек. Здесь либо вы можете сразу на этот адрес перевести с MetaMask, либо законнектить свой MetaMask кошелек к этому сайту, то есть и нажимать просто Pay. И здесь вот, как видите, транзакция появляется об оплате. Ну, как на обычных сайтах, я думаю, все с этим знакомы. И все, просто ждем, пока транзакции наши все подтвердятся, и то есть токены появятся у меня дальше на балансе. Так, все, оплата успешна. Можно вернуться обратно. Обновляем страницу, это можно закрыть. Получилось у меня ровно 600 токенов. Теперь мы переходим в NFT майнеры. Видео опять, получается, скорее всего, затянулось, да, но лучше я уделите 20 минут своего времени, посмотрите видео до конца, чтобы понять все, во всем разобраться, чтобы не задавать, так сказать, тупых вопросов. И, во-первых, это же вы для себя еще поймете, то есть лучше улучшить свой асик, чем покупать на вторичке, так сказать. Так, выбираем мощность. Дальше я смогу, то есть можно сразу несколько уровней апнуть, то есть стоимость улучшения у меня получается $18, 174 токена. То есть дальше нажимаю, вот как раз у меня 517, у меня будет на 4 терахэш, вот по 843 сатоши каждый день капать. То есть это по $0.29 по нынешнему курсу. То есть нажимаем на далее. Дальше способ оплаты через виртуальный кошелек выбираю. То есть здесь можно также его именно прокачать, не именно закидывать сюда токены, а также если вот на MetaMask, на бирже, на Binance Pay, хоть где лежат USDT там или что, то есть также можете это прокачать, не обязательно прям на сайт на токены эти закидывать, я просто делаю как мне удобнее. И то есть нажимаю оплатить теперь. Вы уверены, что хотите улучшить
Да, я уверен в этом. То есть, как видите, теперь на 4 терахэша оплата завершена, мощность вашего NFT улучшена. То есть, как видите, вот 4 терахэш 35 ватт. Энергоэффективность. Здесь, как видите, теперь же у меня намного подороже стала энергоэффективность. То есть, чтобы мне снизить свою энергоэффективность, стоит $28. То есть, рекомендую вам сперва, конечно, энергоэффективность снизить. Но это как бы не финансовая рекомендация, но имейте просто это в виду. Что лучше улучшать, сами выбирайте. Я лучше выбрал мощность, так сказать. Также, в принципе, смотрите, чтобы улучшить опять дальше, мне опять потребуется вот $20, по сути. То есть нажимаем, если улучшить, опять мощность, чтобы мне перейти на 5 терахэш, чтобы по 1000 сатоши получать, мне опять же $20 потребуется. В принципе, я к этой цели и стремлюсь, чтобы мне каждый день по 1000 сатоши капало. То есть за 10 дней набирается минималка. И то есть она автоматически нам отправится на наш биткоин кошелек. Кстати, по поводу этого, то есть нажимаем на биткоин кошелек, добавить биткоин кошелек, адрес кошелька в сети биткоин. Я буду привязывать с кошелька Trust Wallet. Так, биткоин, получить, копировать. То есть вставляю вот сюда и нажимаю сохранить. То есть и теперь, когда у меня 10 тысяч сатоши здесь наберется, эти 10 тысяч сатоши отправятся на мой вот этот биткоин кошелек, который я сохранил. И так будет постоянно, когда будет набираться минималка. Вот, надеюсь, я вам подробно все объяснил, все показал. Если остались вопросы, вы можете написать мне в личку в Telegram, либо в комментариях под этим видео. Проект реально годный, стоящий. В принципе, вот реально, он, честно я вам скажу, затягивает тем, что здесь свои NFT-шки есть, во-первых. А во-вторых, то, что их можно качать и получать дополнительный еще доход. То есть увеличить свой пассивный доход, это реально. Ну, если кто спросит, на какие NFT-шки лучше заходить, лучше, конечно, брать вот за $150 на 8 терахэш. Просто они, считай, больше 1000 сатоши будут вам каждый день приносить. И вот я лично вот зашел, попробовал, потом оценил свои возможности, что я как могу прокачать. Ну, как видите, я взял за $20 и качнул еще на $50. То есть моя сумма вложения 70, считай, долларов здесь в этот проект. Вот, и, в принципе, какой смысл набирать, да, там, штук 5-10 по $20 NFT-шек, если взять можно одну или две и их потихоньку прокачивать. Либо взять одну за 150, либо за $300. Тут, кстати, есть коллекция Хабиба Нурмагомедова, где вот коллекция Хабиб. Вот, она, смотрите, вообще у нее, то есть, по 29 терахэш, 35 ватт. Но она стоит по $500 каждая. Но здесь токен, кстати, в сети эфир нужен, чтобы его купить. И смотрите, здесь есть такая возможность, если вниз мы здесь пролистаем, кросс-чейн. Здесь сюда можно нажать. И то есть токены можно из сети Binance Smart Chain перегнать в сети эфир. И можно наоборот с сети эфир перегнать в Binance Smart Chain. То есть это, кстати, очень удобно, если вы, допустим, вот коллекцию Хабиба хотите взять. То есть у них доходность такая стабильная, нормальная. Там в сети эфир нужен токен. То есть вы можете реально из сети Binance Smart Chain перегнать в сеть эфира и купить. Чтобы не заморачиваться, допустим, на бирже там покупать и так далее, прочее. То есть опять эту комиссию за вывод платить, комиссию за транзакции, это все. То есть, ну, в принципе, у меня на этом все. Видео по-любому очень долго уже идет. Ссылка для всех желающих будет в описании под видео. Кому что непонятно, как я говорил, уже пишите в комментариях, либо в личку мне в Telegram. Но у меня, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, всем удачи и всем больших заработков.